Здравствуйте! В этом видео расскажу вам одну очень интересную и полезную информацию. После видео о том, как узнать, когда произведена ваша резина, мне написал один парень в личку в нашей группе ВКонтакте, что он не может найти обозначение вот это вот на резине, когда произведена резина, когда она сделана. Вот, он посмотрел, говорит, со всех сторон, говорит, ну нету ее вообще, говорит, никак. Никаких ни обозначений, ничего подобного, даже ничего похожего нету. Ни на год, ни на неделю, вообще ничего. И тут я решил копнуть поглубже, значит, этот вопрос. И получается, что если на резине нету обозначения, когда она изготовлена, то, скорее всего, эта резина поддельная. В основном такую резину подделывают в Китае, обычно известных брендов. Какую-то там низкоизвестную не будут, конечно, подделывать. Вот какие-то бюджетные там марки европейской резины или российскую резину, ее вполне могут сделать, сами изготовить, китайцы или еще в какой-то стране на кустарном каком-то оборудовании, на непрофессиональном. И как бы она не будет отличаться с виду от нормальной, от настоящей резины, но она будет отличаться, соответственно, по качеству очень сильно. И вот, если вы приходите в магазин, то первым делом смотрите на производство этой шины, то есть когда она сделана. Как узнать, когда выпущена резина? Посмотреть можно первым делом на самой резине. Можете посмотреть вот это вот видео, в котором я уже снимал, как она маркируется, что это обозначает маркировка. И обычно резина, еще раз повторю, маркируется, то есть вот в этом овале, так сказать, То есть, если резина изготовлена по стандарту DOT, то сначала идет надпись DOT, потом некоторые цифры, обычно это когда изготовлена шина, где изготовлена шина, какие-то ее характеристики и так далее. А бывает, еще резину производят не по другим стандартам, не по стандарту DOT. То есть, но в любом случае дата изготовления должна быть указана на резине. Она может быть где-то вот в других надписях, указано, можете где-то посмотреть, почитать, вот где-то тут или где-то здесь. Вот. Ну а если вообще такой надписи нету, то это откровенная подделка. И то есть я вот копнул поглубже, открыл интернет, почитал, действительно, такое бывает, что подделывают резину. Это вообще не проблема в наше время. То есть можно где-то в кустарных условиях это все изготовить. И также бывает, что вот этот овал, он остается просто пустой. То есть в нем ничего не написано. Или бывает, что написано краской. Или еще бывает, что прилеплена какая-то бумажка с датой производства. То есть краску можно стереть и написать по новой обозначение производства. И будет резина как новая. То есть только вчера она как будто поступила в магазин. Вот, так что когда приходите первым делом в магазин покупать резину новую, то первым делом смотрите на дату ее производства. Если эта дата, к примеру, сейчас 2020 год, если резина 2018 года, то просим у продавца первым делом, конечно же, скидку, потому что неизвестно, как резина хранилась, то есть что там с ней происходило, когда она хранилась, какие условия соблюдались. То есть резину нельзя держать на солнце, она просто будет лежать под солнцем, под прямыми солнечными лучами, и уже будет портиться. То есть у нее будет срок службы все меньше и меньше становиться. Или может она где-то во влажном помещении лежала, потому что некоторые резины бывает корд капроновый, где-то бывает корд металлический, и поэтому все условия хранения резины нужно обязательно соблюдать. Вот, когда приходите к продавцу, просите первым делом, конечно же, скидку, если резина не новая. Смотрите, когда она произведена, если все нормально, то покупаете. Если смотрите на резину и не видите на ней вообще никаких обозначений, когда она произведена, ни здесь, ни здесь, ни здесь, вообще нигде ничего не указано, то от покупки такой резины лучше я вам рекомендую отказаться. Делать этого не стоит. Хоть она может быть и стоит намного подешевле, чем новая где-то в другом магазине, но все-таки от такой резины лучше воздержаться.
Где-то в крупных магазинах, конечно, за этим будут следить, а вот где-то на маленьких рынках, на автобарахолках такое вполне возможно. Все, кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы не пропустить выход новых полезных видео. Буду снимать еще что-то для вас интересное. Кому что-то непонятно, интересно осталось, пишите это ниже в комментарии, всем отвечу, побеседуем на эту тему. Все, всем счастливо, увидимся на канале.